С начала 1900-х годов 1 мая стали отмечать также забастовками, митингами и демонстрациями, зачастую устраивавшимися в ближайшее к нему воскресенье. Прошедшая 1 мая 1900 года Харьковская маевка стала первым открытым массовым выступлением рабочих в России, в ходе которого было принято решение не выходить на работу и устроить уличную демонстрацию. Во время Первой мировой войны выступления в День солидарности трудящихся стали единичными. В 1917 году праздник был впервые свободно отмечен в революционной России. 1 мая, 18 апреля по старому стилю, на улицы вышли трудящиеся с лозунгами большевиков: «Вся власть советам! Долой империалистическую войну!». С 1918 года праздник стал официальным, был закреплен в Кодексе законов о труде в приложении к статье 104 и получил название День Интернационала. В Москве, Петрограде, Киеве, Саратове, Воронеже и других крупных городах состоялись многотысячные митинги, демонстрации и шествия. В честь праздника в Москве на Ходынском поле состоялся первый первомайский парад рабоче-крестьянской Красной Армии. Военные парады в рамках празднования 1 мая стали традиционными и проводились ежегодно. Также в этот день проходили демонстрации и шествия трудящихся, устраивались митинги и концерты, смотры успехов в строительстве, социализме и коммунизме. 30 июля 1928 года постановлением Совета народных комиссаров СССР выходные советских граждан стали длиннее. Дней Интернационала стало 2 – 1 и 2 мая. На второй день праздника, как правило, во всей стране проходили массовые гуляния и празднования на природе. Еще одной классической чертой празднования 1 мая стало ежегодное проведение парадов физкультурников. 1 мая 1933 года над Красной площадью прошел первый воздушный парад. Начиная с этого момента воздушные парады проводились регулярно, вплоть до начала Великой Отечественной войны, в качестве неотъемлемой части демонстрации советской военной мощи. На этих парадах показывались достижения советской авиапромышленности, такие, например, как самолет «Максим Горький», самый скоростной истребитель своего времени И-16 и другие. Во время Великой Отечественной войны парады и шествия в честь 1 мая не проводились. В эпоху развитого социализма в СССР первомайские демонстрации изменили смысловую нагрузку. В день 1 мая трудящиеся СССР выражали свою солидарность с революционной борьбой трудящихся капиталистических стран, а также национально-освободительным движением. Организованные колонны трудящихся, интеллигенции, студентов шествовали по центральным улицам городов и поселков под марши и музыку политической направленности с производственными транспортами. Из громкоговорителей звучали приветствия дикторов, политические лозунги. А с трибун, установленных обычно возле главных административных зданий, демонстрантов приветствовали руководители КПСС, представители власти, передовики производства, ветераны, почетные граждане. 1 мая 1956 года был впервые проведен телевизионный репортаж о военном параде и демонстрации трудящихся на Красной площади. С этого времени праздничные мероприятия на Красной площади ежегодно транслировались центральными телеканалами со вставками кадров демонстраций в других крупных городах страны. Трансляция парада сопровождалась краткими рассказами о международной обстановке, выполнении решений партийных съездов и конференций, героях социалистического труда, лучших рабочих промышленных предприятий, а также значение трудовых резервов в воспитании молодого поколения. В 1970 году основы законодательства СССР о труде закрепили за праздником новое название. 1 и 2 мая официально стали днями международной солидарности трудящихся. 1 мая 1990 года официальная первомайская демонстрация состоялась в последний раз. Во время демонстрации на Красную площадь вошла альтернативная колонна с антикоммунистическими и антисоветскими лозунгами. Президент СССР Михаил Горбачев и другие руководители страны покинули трибуну Мавзолея. Телетрансляция события была прекращена, а военный парад не состоялся. В 1992 году постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 30 июня День солидарности трудящихся был переименован в праздник весны и труда. В 1993 году первомайская демонстрация трудящихся в Москве закончилась массовыми беспорядками. По официальным данным, в результате пострадали несколько десятков человек, погиб сотрудник ОМОНа. В 2001 году
Принятый 30 декабря Трудовой кодекс Российской Федерации, статья 112, сделал 2 мая рабочим днем. Праздником весны и труда остался только один день, 1 мая. В 2000-е годы традиция первомайских демонстраций сохранилась. Они ежегодно проходят в России, а также в США, ряде стран Африки, Латинской Америки, Азии и Европы.